И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 4 марта, и третий мой материал будет посвящен уже моей сводке боевых действий, что произошло сегодня. Уже будем больше говорить о том, что произошло сегодня, а также произошло прошлой ночью, как изменилась обстановка на том или ином фронте. Начнем традиционно с Южного фронта. Что у нас под Вознесенском? Знаете, вот для того, чтобы окончательно, по крайней мере, процентов на 90 разобраться в ситуации под Вознесенском, мне опять помогла очередная сводка Генштаба ВСУ, которая вышла в 12:00, и где был записан очень интересный абзац. Участились случаи задействования воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия. Почему я обратил внимание именно на эту фразу и почему она многое объясняет? Позавчера, помните, я сказал, что впервые российские войска были обнаружены на правом берегу Буга. И это были как раз десантники, которых высадили вертолеты в селе Андрейчиково на правом берегу Буга. И одновременно с этим пошли сообщения о том, что концентрируются российские войска в районе Новогригорьевки. А еще, если мы посмотрим на итог боев за Вознесенск, который состоялся в тот же день, то мы увидим, что место возможной переправы, то есть наведения понтонной переправы, расположена примерно в 15 километрах от переднего края обороны. Возможно, в 13 километрах. С учетом того, что артиллерию ставить прямо на фронте нельзя, соответственно, эта территория уже находится вне зоны поражения украинской артиллерии, если она даже будет располагаться в незанятой части Вознесенска. Таким образом, имея хорошие подходы по дорогам, Россия получает независимую переправу для дальнейшего продвижения на запад и замыкания кольца окружения вокруг Одессы. А еще сюда добавим, что за последние сутки в этот район было переброшено значительное количество российских войск. А отсюда можно предположить, что не от моста, который находится сегодня еще, возможно, не под контролем Российской Федерации, через Буг в районе Вознесенска, зависит успех российской операции. А скорее всего, чуть ниже по течению, Россия навела понтонный мост, и именно об этом событии говорит сводка ВСУ. Потому что нигде к другим местам подобный абзац просто не применим. Насколько верны мои предположения, я думаю, мы увидим уже завтра, а возможно даже сегодня. Повторяю, у меня нет точных данных, как там все обстоит на самом деле. По крайней мере, все вот эти пазлы, вот эти головоломки сходятся именно к этому. Итак, с этим вопросом разобрались. Теперь опускаемся южнее. Сегодня уже слышна стрельба на окраинах Николаева. Местный губернатор Ким говорит о том, что российские войска вошли на окраины города. Пока это не подтверждено. Тем не менее, стрельба уже вокруг города сильна. А еще явно нервирует штаб руководства обороны города Одессы, стоящая прямо буквально на внешнем рейде российская эскадра, в том числе с большими десантными кораблями, на которых, скорее всего, уже погружен десант, готовый высадиться в любом месте от Очакова и до Затоки. И это очень сильно мешает сегодня группировке украинских вооруженных сил в районе Одессы, не позволяя им маневрировать своими силами. То есть очень похоже, что приготовление российских войск к следующему броску уже почти окончено. И в ближайшее время мы увидим его до границы с Приднестровьем. Итак, с этим направлением понятно. Теперь следующее направление. Запорожское, Мариупольское, Донецкое. Я теперь уже объединяю их в единое целое, потому что в единое целое уже объединены и фронты. И постепенно, прорвав основную оборону украинских войск на Донбассе, южнее Волновахи, части ДНР России идут навстречу друг друга, особо не встречая никакого сопротивления. Мариуполь жестко заблокирован, группировка его обречена, а уже через день-два можно ожидать выхода российских войск примерно на линию Запорожье, Гуляйполе, Донецк, откуда на широким фронтом будет наступать в общем направлении на Павлоград. А навстречу им будет выдвигаться группировка российской армии из района Балаклея, Первомайский, Барвенково. Балаклея стала опорной точкой российских войск, а к Первомайску и Барвенково уже подошли их передовые отряды. Причем с учетом того, что уже несколько дней особой активности в этом районе нет, скорее всего шло накопление войск для дальнейшего броска. То есть тиски вокруг донбасской группировки сжимаются все сильнее и сильнее. И также пришло сообщение из Харькова, что трасса, главная трасса, по которой сегодня шло снабжение на Полтаву, она уже в зоне огневого поражения российских войск. В пригороде Харькова в Дергачах, начиная со вчерашней ночи, шел артиллерийский бой, утром шел артиллерийский бой, а днем уже начался стрелковый бой, об этом мне сообщили местные жители. И не исключено, что к моменту, пока вы увидите это видео, бой в Дергачах уже будет окончен. А если Дергачи падут, то западный въезд Харькова будет полностью блокирован. И таким образом город очутится в оперативном окружении. То есть у группировки ВСУ, закрывшейся в Харькове, наступают очень тяжелые дни. Им нужно решать, либо выходить из окружения, либо остаться там навсегда.
Ну и также очень сильные бои в течение всего дня, начиная уже с раннего утра, проходили в районе западнее Киева, причем на очень широком фронте. Российские войска в первой половине дня опять заняли Бучу, Ворзель и вошли на территорию Ирпеня, и во второй половине дня, зайдя на территорию города, зачищают его жилые кварталы. Поглядим, чем это закончится, но сегодня российские войска добились наибольших успехов именно на этом направлении. Раньше они так далеко здесь не заходили. Очень активно здесь работает авиация, артиллерия, а еще добавочная атака идет по направлению Чайки Петропавловской Борщаговки. Если это сражение российская армия выиграет, то ей откроется путь на юг. Потому что, заняв линию Ирпень-Стоянка, можно смело двигаться южнее Житомирского шоссе, не боясь, что ты будешь отрезан. И скорее всего именно в этом состоит и смысл боев за Ирпень. Вот так на сейчас выглядит ситуация на фронтах Украины. Продолжаю наблюдать за событиями. Не знаю, сегодня будет еще обзор или нет. Я на самом деле очень дико устал. У меня бессонная была почти ночь. Я не обещаю, что будет еще ночной выпуск. Но если случится что-то очень и очень интересное, то короткий ночной выпуск обязательно будет. Все, на этом пока. До свидания. На всякий случай, до завтра. Ну, может быть, до еще сегодня.